Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и сегодня мы поговорим, чем закончился эксперимент по хеджированию ботов. Это довольно-таки интересный эксперимент, и завершился он, скажем так, еще более интересно. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек, кофеек. И погнали, разберем. Не забудь, кстати говоря, оставить комментарий под этим роликом, потому что у нас запущен конкурс, где я в конце нового ролика выбираю победителя из предыдущего. Самый лучший комментарий получает 10 USDT-шек на свой биржевой счет, собственно, в каждом ролике. Так что не ленись. Потрать минуту, напиши комментарий, возможно, ты заберешь 10 баксов. Комментариев пока немного, шансы на выигрыш просто огромные. Итак, давайте немножечко посвящу вас вообще, как это все происходило. Вот есть вот такой вот ролик у меня, хеджирование грид-ботами на криптовалюте, полный эксперимент, где я запускал 4 бота, 2 в лонг, 2 в шорт. И суть этих ботов в том, что я их запускал с такими настройками, чтобы они компенсировали друг друга полноценно. То есть у нас был на старте, да, при запуске абсолютно одинаковое количество закуплено что в лонг, что в шорт, то есть одинаково закупленный объем и одинаковое количество усредняющих ордеров, собственно, у лонга и у шорта, да, чтобы при походе в любую сторону они могли компенсировать друг друга полноценно. В этом, собственно, хеджирование и заключается, потому что нельзя просто так взять, запустить с абсолютно одинаковыми настройками лонг и шорт, и чтобы при этом у тебя все компенсировалось, да. Звучит немножечко сложно, но на самом деле все довольно-таки просто. Можете посмотреть этот ролик, если хотите узнать более подробно, да. А сегодня мы просто поговорим о том, чем это все закончилось. Небольшой спойлер: компенсировалось, в принципе, оно нормально, да. То есть какой план был, чтобы оно компенсировалось, оно и компенсировалось. Но, а в чем суть заработка тогда такого бота? Да? Естественно, суть заработка непосредственно в заработке грид-прибыли. То есть оба бота работают, оба бота зарабатывают грид-прибыль, и потом мы, к примеру, закрываем одновременно и шортового, лонгового бота, и забираем, собственно, грид-прибыль с обоих ботов. Вроде бы звучит логично, и, казалось бы, возможно, оно и должно так работать, но, собственно, работает это чуть-чуть по-другому. Не переключайтесь, дальше будет интересно. Что вообще можно сделать с такими ботами? Какую придумать стратегию, да? Что с ними вообще можно сделать? Это уже не первый мой подобный эксперимент, и в прошлом эксперименте я закрывал этих ботов не одновременно, а по очереди. То есть сначала один выходит к верхней части сетки, я его закрываю, фиксирую максимальную прибыль, и потом жду, пока второй, скажем так, на падении тоже будет в самых лучших условиях, чтобы его закрыть, да. И вот как раз-таки о рисках подобной стратегии я вам сегодня покажу. Но варианта у нас всего два. Либо мы закрываем обоих ботов одновременно через какое-то время, забрав, грубо говоря, грид-прибыль, да. Либо второй вариант: сначала выходим одним, когда у него лучшие условия, а потом выходим другим ботом, когда у него также будут лучшие условия. То есть сначала там лонг или шорт, потом шорт или лонг. Я думаю, что тут все понятно, тут все просто. В принципе, других вариантов у нас нет. Давайте посмотрим, что же произошло. А произошло у нас вот что. 1 мая у нас был лонг в лучших условиях, то есть в самых лучших условиях. Там оставалось буквально 2 грида для того, чтобы бот вышел за верх сетки. А это самые лучшие условия для фиксации прибыли. И мной было решение после 40 дней работы, да, закрыть лонговых ботов. Но что мы видим на этом скриншоте? На этом скриншоте также у нас видно и шортового бота, который также был запущен в противовес этому боту. Оба бота заработали $54 прибылью сеток, именно грид-прибылью. И что мы видим? То есть грид-прибыль плюс плавающий нереализованный PNL, так как мы находимся у верха сетки, да, и общее это значение составляет $118. Тут что мы видим? То же самое, прибыль сеток 54, но общий нереализованный PNL плавающий, да, за счет большого количества набранных ордеров составляет, то есть минус 167, и общее за счет компенсации грид-прибыли 112. То есть мы не можем просто закрыть обоих ботов и забрать грид-прибыль, да, то есть, грубо говоря, чтобы нереализованный PNL у нас компенсировал друг друга, а мы забрали только прибыль сеток. Давайте подумаем немножечко логически, да. В каких тогда условиях мы можем забрать прибыль сеток, чтобы у нас плавающий вот этот PNL компенсировался друг другом, а мы забрали прибыль сеток? А вот в таких условиях уже никак. И давайте я объясню вам почему. Итак, к примеру, вот у нас график биткоина. Сейчас сами по себе настройки нам абсолютно не важны, да.
Вот, к примеру, у нас были запущены хеджирующие боты вот в таких вот условиях, да. Грубо говоря, у нас одинаковое количество сеток вверх, одинаковое количество сеток вниз, скажем так, равные условия. И мы хотим забрать прибыль, когда у нас она накопится непосредственно грид-прибылью, да. Цена ходит, боты зарабатывают, а потом цена выходит, допустим, к верхней части сетки одного бота и к нижней части сетки, грубо говоря, другого бота, да. Получается, у лонгового бота вот в этих значениях, вот здесь, да, мы распродаемся целиком и полностью. Шортовый бот, наоборот, здесь набирает позицию и тянет нереализованный минус за счет того, что цена идет не в его сторону. То есть здесь у нас по шортовому боту максимально нереализованный минус, по лонговому боту у нас наоборот максимальный плюс. Когда цена возвращается сюда, к середине, да, казалось бы, ну мы можем закрыть тогда в середине этого бота, да, чтобы типа сравнять, а у вас не получится, потому что лонговый бот, когда цена снова начала падать вот сюда, он начинает закупаться, он закупается и он выкупает все это падение. Да, шортовый бот распродается все это падение, но у вас получилась ровно обратная ситуация. То есть, когда у вас здесь был шорт в максимальном убытке, теперь у вас здесь лонг также в убытке. Если будет падать, то здесь будет в максимальном убытке. И получается так, что вы по факту компенсироваться-то и не можете. Точнее, компенсироваться вы можете, но оно компенсируется все в ноль. И у вас по факту здесь нет точки, где вы можете одновременно зафиксировать обоих ботов. Если я, конечно же, не прав, то пишите в комментариях, но вот эти скриншоты говорят сами за себя. Боты проработали 40 дней, 4-е кредитное плечо, биткоин, $600, и мы видим, что прибыль как бы, ну, ни о чемная, да. Плавающий PNL, и все это друг другом перекрывается. Второй бот, вот он был, да, у него был какой-то глюк, он почему-то, именно лонговый бот, если вы помните, они отличались шагом грида, вот эти два лонг-шорт, от вот этих двух лонг-шортов. Они отличались только шагом грида. И почему-то вот этот лонг заработал аномально много, хотя шорт с таким же шагом грида заработал как бы, ну, плюс-минус одинаково. Какой-то глюк произошел в нашу сторону, что лонг заработал больше. Короче, непонятно. То есть, но это не норма, это аномалия, и мы не можем это принять как то, что мы могли, грубо говоря, здесь забрать больше. Да, я забрал больше, но суть в том, что это не норма. То есть мы видим, что шорт здесь также там минус 115, да, здесь минус 112. Ну и в такой ситуации вы начинаете думать, что окей, тогда я буду закрывать их по очереди. Я так и сделал. Я закрываю вот этого бота первым, ну, вот этих двух ботов первым, да, забираю с них прибыль и, собственно, жду, когда произойдет падение для того, чтобы забрать прибыль с шортовых ботов. Потому что либо у меня в таком случае здесь было нужно все полностью закрывать и фиксироваться, ну, в ноль, грубо говоря, да, 40 дней потрачено впустую, $2400 лежали, скажем так, просто без дела. Но я спросил вас, продолжать эксперимент или остановить эксперимент? И, в принципе, в комментариях все сказали, что давайте продолжаем эксперимент, типа, какие у нас еще есть варианты. Ну, я и продолжил эксперимент. И вот сейчас как раз-таки мы поговорим о рисках таких стратегий, если мы хотим закрывать этих ботов по очереди. Мы видим, что одновременно мы их закрыть не можем, потому что они просто себя компенсируют в итоге в ноль, а не в плюс, да. Не, конечно, он мог работать там совсем долго, да, до сегодняшнего дня, например, но он не мог работать до сегодняшнего дня, потому что он получил ликвидацию. А ликвидацию, естественно, мы получаем минус 600 USDT, тогда как прибыль у нас была там 120 и 150. Ну, должно было быть 2 по 120. Грубо говоря, даже пусть возьмем вот эти $270 прибыли и минус $1200 убытка. Потому что шорт на бычьем рынке довольно опасное занятие. Но у меня есть свои еще причины, почему я не стал, грубо говоря, вытаскивать этого бота, потому что я мог в любой момент долить маржи и так далее. Проблема в том, что здесь у нас, если вы помните, да, была проблема с Gate.io и с трейлингами, что у нас 4 контракта на грид, 3 контракта на грид, да, превратились в 1 контракт на грид за счет того, что при трейлинге биржа Gate.io фиксирует ваши убытки. Поэтому мне не было никакого смысла накапливать эти убытки дополнительно, да, добавлять денег в этого бота, тем более, что с одним контрактом на грид он бы, скорее всего, никогда бы уже не отбил свой минус. Поэтому я решил просто довести этот
эксперимент до логического конца. И, собственно, логический конец и произошел. То есть при цене примерно там 118 тысяч долларов мы получили ликвидацию на обоих этих ботов. И вот риск как раз-таки в этом и заключается. Да, у меня были свои причины не вытаскивать этого бота, да, точнее даже не мои, а скорее вынужденные из-за того, что нас подставила биржа, да. Я про это отдельный ролик снимал в одном из отчетов ежемесячных по работе ботов. Но выводы, ребят, делайте самостоятельно, да, и в принципе выводы вы все можете сделать логичные. Прибыль от такого бота, она не перекроет ваши убытки в случае, если цена сильно пойдет не в вашу сторону. То есть мы решили не фиксироваться в ноль, мы решили фиксироваться по очереди, и вот очередь шортового бота так и не настала. Бот проработал 136 дней. Если бы лонговый бот работал до этого же времени, до сегодняшнего дня, да, мы видим, что реализованный PNL на шортовом боте составляет $80. То есть он бы просто, грубо говоря, вот этот лонг заработал вот тут вот не 55, а 80. И все равно это даже близко бы не компенсировало убытки от этого шорта. Так что, друзья, вот такой вот эксперимент с хеджированием. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, а также пишите в комментариях, какие еще эксперименты вы хотели бы провести. Желательно, чтобы я на этом больше не терял. Ах да, чуть не забыл. Кто же победил у нас сегодня? Пожалуй, выберу вот этот комментарий. Схема рабочая, но если кто захочет ее с нуля применять сейчас, на пиках, можно запустить обычного спотового грид-бота для усреднения итоговой цены покупки. А он просто будет закупать эти монеты всю просадку, насколько захочет человек. А уже эти монеты потом по описанной в видео схеме уже приумножать. Этот комментарий получает 10 баксов. Я абсолютно согласен, потому что, ну вот сейчас у нас пик, да, пик по биткоину, по многим там альткоинам пик, да, и, казалось бы, сейчас не самое лучшее время накапливать монеты. Но что можно с этим сделать? Например, мы открываем биржу OKX, открываем спотовый грид-бот, выбираем интересующую вас монету, причем обратите внимание, что здесь имеется восходящий и нисходящий трейлинг. Причем нисходящий трейлинг здесь работает замечательно. То есть нисходящий трейлинг здесь на бирже OKX именно на спотовом боте работает таким образом, что при выходе цены за сетку, допустим, вот так, да, выходит здесь у вас низ сетки, он выходит, и он начинает здесь создавать новые гриды. То есть он не перемещает сетку вниз, он здесь создает новые гриды и расширяет эту сетку. Только обратите внимание, что обязательно, чтобы у вас были деньги на счету, потому что он это делает за дополнительные деньги. И если у вас кончатся деньги, то после добавления денег он не будет расширять сетку, продолжать, да? Ему нужно будет вернуться в вашу сетку, и только после этого, когда он вернется в сетку и снова будет падать, только тогда он уже подхватит ваши новые деньги. Поэтому смотрите, чтобы у вас на трейлинг сразу денег хватало. И вот в чем суть, собственно, да? Вы запускаетесь сейчас, вы торгуете, получаете какую-то прибыль, да, ну, по той или иной монете. И когда, к примеру, цена улетает в медвежку, вы с помощью трейлингов расширяете сетку, закупаетесь дополнительно монетами, у вас имеется потом какая-то общая средняя цена по этой монете, да, а вы какое-то время торговали, получали грид-прибыль, в конце концов падение было не резким, да, и вы постепенно усредняли свою цену, торгуя. И как раз-таки потом, когда у вас либо закончатся деньги, либо падение вас максимально уже устроит, вы просто закрываете этого бота, не фиксируя убыток, а именно забирая монеты из этого бота себе на счет. Вы потом берете эти монеты на счету и применяете уже к этой стратегии накопления дополнительных монет. То есть вы дополнительно еще будете усреднять свою цену. То есть вы фиксируете, какая средняя цена у вас после закрытия бота, записываете ее куда-нибудь в CoinMarketCap как покупку, к примеру, определенного количества, к примеру, биткоина по определенной цене. И после этого на эти деньги запускаете накопительного бота на платформе Gneria и продолжаете усреднять свою цену, понижать ее тем, что будете зарабатывать, собственно, новые монетки с помощью инверсных ботов. Стратегия на самом деле отличная, причем даже сейчас на таком рынке. Ну а на сегодня все. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.